Всем добрый день, дорогие подписчики! В сегодняшнем ролике я бы хотела показать несколько вариантов упражнения приседания для людей, у которых есть артроз коленных или тазобедренных суставов. В настоящее время упражнение приседания вызывает большие дискуссии на просторах интернета. То есть кто-то говорит, что да, это упражнение следует делать людям с артрозом, кто-то говорит нет, ни в коем случае его не нужно делать, потому что это только ухудшит ситуацию. Я все-таки отношусь к группе реабилитологов, которые считают, что да, это упражнение следует делать всем, в том числе и людям с артрозом коленных и тазобедренных суставов. Только лишь следует его делать в несколько измененном виде, которые я вам сегодня покажу, да, несколько вариаций этого упражнения. Итак, мы говорим об упражнении приседания, классический вариант приседания, это когда мы присаживаемся, колено не выходит за уровень большого пальца, ягодицы отходят назад, где-то примерно 45 градусов, держим 5-6 секунд и возвращаемся в исходное положение. То есть вот классический вариант упражнения приседания. Итак, вариация для людей, у которых есть артроз коленных тазобедренных суставов. Первая вариация я показываю с поясом. У меня простой пояс йога, да, то есть это должно быть что-то, что не тянется, то есть эластичная лента здесь не подойдет, это должен быть именно пояс. Так, первая вариация. Мы берем, я сделала, видите, здесь специальные такие ручки, но если у вас нет ручек, да, просто берем и обхватываем пояс, чтобы держаться. Отходим немного назад и как бы перенося вес тела немного назад, то есть таким образом мы снимаем нагрузку с наших коленей, мы начинаем делать упражнение. 1, 2, 3, 4, 5 и возвращаемся. То есть в данной вариации упражнения мы снимаем, прилично так снимаем нагрузку с наших коленей, но при этом мы чувствуем очень хорошее напряжение в районе прямой мышцы бедра и в районе ягодичных мышц. То есть, как вы видите, это замечательная вариация, которая укрепляет наши ноги, но при этом мы снимаем нагрузку с наших коленных суставов. В данном упражнении я рекомендую вам держать колени в немножко согнутом состоянии. То есть даже когда мы поднимаемся, полностью не разгибать колени до конца, то есть не давать нагрузку в сустав, а сохранять небольшое такое согнутое положение. Повторяем 15-20 раз, каждый раз задерживая положение на несколько секунд. И вторая вариация, которую бы я также вам хотела предложить сегодня, упражнение приседания со степ-ступенькой. Вы можете выбрать степ-ступеньку, как вы видите, у меня здесь несколько уровней, но можно сделать совсем маленькую степ-ступеньку. То есть я бы вам хотела показать упражнение. Так, степ-ступенька должна стоять устойчиво. Так. Упражнение, которое, как мне кажется, замечательно подходит для людей с артрозом, это так называемая вариация заднего приседания. То есть, когда мы делаем вот такое небольшое приседание назад, при этом, опять же, у нас колено не вываливается за уровень большого пальца, да, эта нога отходит назад, ягодицы напряжены, четырехглавая мышца бедра напряжена. То есть в данном упражнении мы опять же укрепляем, очень хорошо укрепляем и прямую мышцу бедра, и ягодичные мышцы, и при этом опять же мы снимаем нагрузку с наших коленных суставов. Если вам немного тяжеловато выполнять это упражнение, вы можете поставить 2 стула, с 2 сторон придерживаться, да, либо не придерживаясь, но желательно не упасть. Вот такие 2 варианта упражнения приседания я предлагаю вам попробовать вместе со мной. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по поводу этих упражнений. Понравились они вам, либо не понравились, получились, либо не получились. Буду рада вашим комментариям. Спасибо большое за внимание. До следующих роликов. Всем пока-пока.